шитье, сладой Христенко, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное шитье, лоскутное шитье, лоскутное шитье. Дамы, всем доброго дня! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас с вами вторник, 5 августа, 614 лоскутный эфир. В прошлом видео, это было в четверг, на встрече лоскутного клуба, мы с вами разбирали, как шить лоскутное одеяло с медведем. Те, кто у нас не видел трансляцию, я коротко повторю. Мы шили лоскутное одеяло, используя кайму медведя. Вот ткань с этой каймой. Как вы видите, она содержит, сейчас я вам разверну, она содержит пингвинов, медведей, и между ними вот такие полосы проставки. И в четверг мы с вами разбирали эту ткань, подбирали к ней соответствующие ткани компаньоны, если вы помните, и разбирали, как шить вот такое вот одеяло. Ну, поскольку наряду с нашими уважаемыми слушателями, которые смотрят нас еще с 2014-2017 года, у нас обычно много новеньких, поэтому для вас, уважаемые новички, я коротко повторю. Мы шили одеяло, которое состояло из блоков с медведями и пингвинами, и между ними вставляли блоки, которые шьются по методу диагональный квадрат. Это блоки в основном из прямоугольных треугольников, и комбинировали эти блоки через проставки. Вот сейчас перед вами топ. Что такое топ? Это лоскутный верх уже готового лоскутного одеяла. Это свадебное одеяло. И сегодня мы с вами сделаем эскиз, еще не готовую вещь, а эскиз подушки к этому свадебному одеялу на основании вот такой же геометрии, геометрических построений. Как это сделать? Перейдем к сути вопроса. На самом деле в интернете очень много рисунков, их называют паттерны, шаблоны, да, из прямоугольных треугольников, особенно рисунков в формате квадрата 4 на 4 клеточки. Вот, пожалуйста, вот вам один пример. В двух предыдущих эфирах, в 612 и в 613, мы шили с вами ланчмат в русском стиле, используя ту же самую технику прямоугольные треугольники. Да, посмотрите, вот у нас мы делали вот такие квадратики диагональные, я рассказывала, как шить, и мы шили. Ну, а сейчас мы немножко сменим, так сказать, ось внимания, да, нашу, и попробуем сделать более сложный узор. 8 на 8 квадратов, то есть 64 клеточки. Как это сделать? Вполне очевидно, что когда мы шьем с вами подушку к одеялу, да, то мы будем подбирать ткани, те же самые, что мы использовали вот в этом вот лоскутном топе. Подбираем ткани. В 2014 году на сайте Дженни Бэйр я купила вот эту книгу. Это называется «Альбом квилтера для паттернов пэтчворка». И здесь более 4050 блоков. Это, конечно, очень много, и это очень интересно. Книжка на английском языке, но вас это не должно смущать. И здесь, в частности, вот на странице 83, мы видим с вами вот такой блок. Посмотрите, пожалуйста, сейчас он будет немного крупнее изображен, да, и хочется изобразить такой блок. Мы видим, что этот блок представляет из себя сетку 8 на 8 квадратиков, 64, как я вам и обещала. И, допустим, мы с вами решили шить к нашему одеялу свадебную подушку. И прежде чем что-то делать, мы с вами должны этот узор как-то перерисовать самостоятельно. И вот это самостоятельное рисование узора желательно разбить на два этапа. Каких? Первое. Мы с вами делаем черно-белый эскиз. Вот смотрите, очень маленький черно-белый эскизик наш с вами, да?
Посмотрите. И после того, как мы поняли, рука у нас поняла примерно, как это, и глаз понял, как это все организовано, мы с вами сделаем эскиз большего размера. Посмотрите, при помощи цветных карандашей, это китайские цветные карандаши, я их купила на Озоне, Artmate они называются, я сделала даже 2 эскиза этого блока. Вот я, пожалуйста, вам рядом кладу. Можно такой эскиз, можно такой эскиз. И вот после того, как я эти эскизы нарисовала, я, конечно же, не начинаю шить, да? Я начинаю подбирать ткани для этого блока. Вот смотрите, перед нами наш эскиз. И давайте начнем подбор. Ну вот у меня остались прямо вот квадратики, посмотрите, да? И давайте начнем подбор самых темных тканей. Самая темная ткань у нас вот такая темно-темно-синяя. Посмотрите, вот она, видите, да? Вот она. И у нас еще есть очень темная ткань, вот такая темно-фиолетовая. Вот она. И в кайме мы с вами использовали еще несколько темных тканей, в частности, вот такую ткань. Ну и помимо этого, вот посмотрите, я приложила кайму, да, чтобы было видно, с чем сравнить. Помимо этого мы можем выбрать еще вот такую темную ткань, допустим, да, посмотрите. Вот такая темная ткань подойдет. Ну, и у нас еще есть, допустим, выбор. Вот такая темная ткань. Все эти ткани вы можете найти в нашем учебном магазине, не плачьте, да? Смотрите. И от того, насколько темную ткань мы выберем, самую темную, зависит контрастность нашего блока. То есть он может быть очень контрастным, а может быть чуть менее контрастным. Ну, конечно, вот эти вот ткани, вот они, посмотрите, да? Вот это посветлее чуть-чуть. Ну, вот эти вот точно годятся на роль самых темных. Это самые темные ткани. Вот это вот и вот это темно-синяя. Ну, что касается теперь средних тканей, да. Идеальный, конечно, вариант. Это вот такая ткань. Называется она бирюзовый лед. Она будет шикарно смотреться в голубом. Вот в таком вот варианте, да. Она нам подойдет. Давайте переберем, что у нас еще интересного есть. Ну, конечно, подойдет белая. Даже вот это белое с градиентом. Наверное, нам стоит отвергнуть вот такую ткань с полосками, потому что она нам будет только мешаться. А вот все вот эти белые мы, конечно, с вами возьмем, да? Нам подойдет вот такая голубовастая ткань. Посмотрите, вот она, видите? Вот такая ткань. Нам интересно будет вот такая вот бледно-сиреневая ткань. Возможно, да, мы ее тоже соберем. Можно вот такую вот сиреневую взять. Посмотрите. Вот еще варианты белой ткани. Вот это варианты ткани, что синий, но средней светлотности. Почему средний? Потому что вот эти белые буквы, да, они нам осветляют очень фон. И посмотрите, у нас есть еще ткань вот такая, темная. И у нас есть даже вот такой еще более темный муар. Почему мы здесь работаем только с синими, зелеными и фиолетовыми тканями? Ну, ответ очевиден. Да, давайте мы посмотрим с вами в кайму еще раз. Вот в четверг я вам в клубе вот это объясняла. Посмотрите. Вот он, да, цвет бирюзы. Вот он фиолетовый цвет, посмотрите, вот он и вот он, да? И вот он голубой цвет, который у нас подходит везде, везде, везде. И я обращаю внимание, что вот здесь ткань с глиттером. Что значит с глиттером? Это значит с блестками. И как ни странно, вот такая даже голубовастая ткань с глиттером, она тоже сюда подойдет. И еще посмотрите, у нас очень много интересных тканей, да? Вот такая ткань с глиттером, пейсли. Посмотрите, как сюда хорошо зайдет вот это вот голубой муар. Ну, он достаточно однородный, да? Посмотрите, вот ткань с фиолетовым. По-моему, она называется «Время мечтать», как-то в этом роде.
Вот эта ткань голубая, она достаточно интенсивная, но посмотрите, она сюда тоже очень хорошо подходит. Вот это вот богемия. Сейчас я стопку сделаю очень высокую. Есть еще вот такая черная ткань. Черная, почему черная? Темно-синяя, да, посмотрите. Здесь вот звездочки не обязательно белые или голубые, они здесь цветные. Но поскольку вот этих цветных вкраплений менее 10%, ну, соответственно, мы эту ткань тоже можем использовать в нашей с вами выкладке. И вот теперь, когда мы с вами всласть порылись в тканях и выбрали что-то подходящее, да, вот сюда, что мы с вами будем делать? Мы должны с вами сделать так, чтобы расход тканей был максимально экономично. Ну, то есть, чтобы мы много тканей не потратили. А как это сделать? Смотрите. У нас с вами блок 8 на 8 квадратов, да? 8 на 8 это у нас 64. То есть, для того, чтобы нам создать вот такой блок, нам нужно 64 диагональных квадратика. Что такое диагональные квадратики? Это вот такие вот квадратики. Одна половинка одного цвета, другая половинка другого цвета. Как эти диагональные квадратики создать? Те, кто у нас смотрел лоскутный эфир 612 и 613, да, те скажут: знаем. Для того, чтобы сделать 8 диагональных квадратиков, 8 штук, да, нам с вами надо взять 2 квадратика по 15 сантиметров. Вот таких. Видите, да? Вот таких вот. И из этих квадратиков 2 больших квадрата по 15 сантиметров. У нас получается 8 диагональных квадратов. Как считается размер диагонального квадрата? 1000 раз повторяла, повторю еще раз. Х, размер диагонального квадрата в готовом виде, равен y минус 3 414z, где y у нас с вами размер исходного квадрата, а z размер припуска. Теперь смотрите. Я сейчас просто покажу вам, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Чтобы создать 8 диагональных квадратиков, мы с вами берем 2 квадрата по 15 сантиметров и складываем их лицевыми сторонами друг к другу. Очень ровно. Смотрите. Сейчас мы проводим 2 диагонали. Диагонали вы можете проводить гелевой ручкой. Почему? Потому что вы будете гладить эти квадраты, и у вас чернила прижарятся. То есть они, как правило, не расползутся. Смотрите. Я вот так провожу диагонали. Вот они. И сейчас я, сколов булавочками вот эти квадратики, прошью на швейной машинке слева и справа с припуском 6 миллиметров вдоль каждой диагонали. Вот, посмотрите, я думаю, что вам хорошо видно. Я прошила слева и справа от диагонали на ширину припуска. Припуск у меня, смотрите, Z, да, равен 0,6 сантиметра. Это четверть дюйма. Хорошо. А исходный квадрат у меня был 15 сантиметров. Я вот здесь запишу. Но Y у нас имеет другое значение. Сейчас покажу. Почему? Потому что мы с вами, наш с вами квадрат режем следующим образом. Вот теперь внимание. Я беру линейку. У меня ясно, где центр квадрата. Там, где пересекаются диагонали. Я знаю, что мой исходный квадрат 15 сантиметров. Правда? Теперь посмотрите. Ровно пополам. Вот. И контролирую себя линейкой. Половина от 15 это 7,5 сантиметров. Я разрезаю этот квадратик, что
Сначала по горизонтали, а потом по вертикали, продолжая себя контролировать. 7,5 сантиметров. Это важно. Смотрите. Вот я сделала крестообразный разрез. И я не сдвигаю ничего. Ничего не сдвигаю. Потому что сейчас я по диагонали разрежу вот таким образом. И что? И вот таким образом. Видно, да? Теперь посмотрите, что у нас с вами получается. У нас с вами получается 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 диагональных квадратов. Давайте сейчас их отутюжим, или, как говорят технологи, сделаем ВТО и посмотрим, что получилось и какого размера. Вот посмотрите, у нас с вами получились диагональные квадратики. Сейчас они в раскрое. Их у нас 8 штук. Смотрите. Видите, да? Вот они, посмотрите, какие красавцы. Ровненькие. А ровненькие они у нас почему? Потому что мы их ровно разрезали. Аккуратно все вымеряя. Посмотрите. 1 к 1 красавцы, да? И возвращаясь к нашим расчетам, y, исходный квадрат, у нас равен 15 разделить на 2. Равно 7,5 сантиметра. Таким образом, x, наш готовый квадрат, в готовом виде, то есть уже в сшитом виде, будет равен 7,5 минус 3,414 умножить на 0,6. Что такое 3,414? Это 1,414. Это равно корень из 2, между прочим, да? Плюс 2 припуска. Ну, то есть 2z. 1,414z плюс 2z. 1,414 это диагональ. У нас с вами получается x равно 7,5 минус 3,414 0,6 будет 2,05. 7,5 минус 2,05 это будет 5,45 сантиметра. Это квадрат в готовом виде. Ну, а в раскрое сколько он у нас получился? Ну, это проще простого. X', то есть в раскрое, получается 5,45. Прибавляем 1,2. 1,2 это 2 умножить на z. 2 припуска. То есть 1 и 2. Получается 6,65 сантиметра. Давайте померяем. Ну, так, у меня получилось 6,8. Но это потому, что припуск вот этой моей машины, на которой я сшивала, 0,5. В принципе, у вас получится 6,65, если припуск 0,6. Если припуск другой, вы его подставляете вот в это уравнение. Ну и теперь, внимание, вопрос. Значит, нам надо сделать 8 таких наборов. Ну, как минимум 8 таких наборов. И набор номер 1, то есть сочетание двух самых темных квадратов, у нас с вами уже есть. Теперь нам нужно сделать набор сочетания, ну, условно говоря, темно-синего и белого квадрата, и темно-голубого и белого квадрата. Давайте это сделаем. На роль белых квадратов мы пригласим вот такие белые квадраты. Почему? Да потому что вот они немножко разные. Этот немножко с переливом даже, да, посмотрите. То есть у нас будет игра, будет не скучно, да. На роль светло-голубого квадрата я вам предлагаю вот такую ткань. Это бирюзовый лед, она называется. Вот мы ее кладем вот сюда вот. А на роль темно-синего квадрата вы можете взять вот такой квадрат. Вот такой квадрат. Ну, или какой-то даже вот такой квадрат, да. Но мне кажется, что вот этот создает лишнюю суету. Вот этого цвета у нас в магазине уже нет. Он кончился давным-давно. А вот этот еще где-то, по-моему, присутствует. Поэтому давайте вот этот квадратик возьмем. И сейчас мы с вами делаем еще по 8 квадратов. Ну, размеры нам с вами уже известны.
Да, маленький нюанс. Почему мы разрезаем сначала по горизонтали и по вертикали, а потом по диагонали? Смотрите, когда мы разрезаем вот этот крест, горизонтальный, вертикальный, у нас ткань немного смещается, совсем чуть-чуть. И только после этого мы режем по диагонали. Почему? Потому что здесь припуск в ту или в другую сторону миллиметр уже не важно, мы уже сшили ровно. Смотрите, да? А вот здесь вот этот квадрат, он должен быть идеально ровным. И тогда у нас получается очень ровно и красиво. Вот посмотрите, у нас получилось уже 3 раза по 8 вот таких симпатичных диагональных квадратов. Вообще-то нам надо 8 пар. Но смотрите, прежде чем мы начнем делать остальные пары, давайте с вами сделаем что? Сетку. Расчерчим сетку. Очерчим сетку для нашей с вами модели. Вы можете, в принципе, это делать и по основе из мата, но я предпочитаю все-таки сеточку делать. Как это сделать быстро? Используем обычную бумагу и малярный скотч. Это должно быть не обязательно новые листы, они где-то могут быть даже исписаны с той стороны. Нам совершенно все равно. Вот я склеила основу, и сейчас я расчерчу сетку. Шаг сетки примерно 6,5 сантиметров. Итак, вот у нас расчерченная большая сетка 8 на 8. И мы с вами уже сейчас начинаем формировать наш с вами узор. Ну, чтобы у меня не соскакивали квадратики, я их, конечно, могу прикалывать. Те, кто с нами давно, помнят, что так мы с вами делали, когда создавали блоки акварель. Вспоминаете, да? Было дело. Те, кто знает, те, кто делал, тот помнит, конечно, да? Посмотрите. Вот у нас 4 угловых квадрата. Так, как мы их положим? Вот так. Так, этот сюда. Так, вот эти надо переложить. Сейчас. Вот этот сюда у нас смотрит. То есть фиолетовый всегда смотрит у нас влево. Так. Вот. Вот мы выложили фиолетовые квадраты. Теперь мы, смотрите, можем выложить квадратики, что зелененькие. Вот они, раз. Вот он, два. Сейчас. Вот, смотрите, мы выкладываем. Так, вот так. Ну и по другим сторонам точно так же. Лирическое отступление. Если вы будете делать не одну такую подушку и не две, а, скажем, 4 или 10, или вы такие подушки шьете просто потоком, то, конечно, вам не надо выкладывать вот по 4. Мы просто сейчас так делаем для того, чтобы научиться. Если вы четко знаете, как выкладывать узор, вы выкладываете всего-навсего вот эту четвертушку, одну, ну, допустим, вот эту, вот этот квадрант, да? Квадрант это что? Четверть, да? Здесь вы будете 4 одинаковых элемента класть один на другой, а потом сшивать между собой 4 по 4. Но сейчас, поскольку мы с вами только учимся, как это делать, да, мы с вами делаем все последовательно. Договорились? Хорошо. Следующий этап. Нам нужны квадратики. Вот этот голубой
совмещенный с сине-голубым. Вот у нас просто голубой цвет, да? И вот у нас с вами есть изумрудный лед, но мы можем взять такую же ткань, а можем взять ткань другую, похожую, но тоже интересную. Например, вот такую. Или, например, вот такую. Зависит контрастность от того, насколько выразительным или спокойным вы хотите сделать ваш рисунок. При здравом размышлении я хочу сделать вот этот голубой более темным, то есть более таким агрессивным. А вот этот фиолетовый я могу сделать вот таким фиолетовым. То есть цвет, который у меня уже есть. Вот здесь вот у меня в рисунке. А могу применить, допустим, темно-синий цвет. Например, вот такой. Ну, все-таки, наверное, более логично. Знаете, я даже не знаю. Вот, честно, хочу синий. Сделаю синий. Вот посмотрите, пол работы мы с вами уже сделали, да? То есть, глядя в нашу с вами инструкцию, что нам осталось? Нам остались вот эти квадратики по углам, вот здесь, и квадраты в центре. Вопрос вот с этими квадратами по углам. Смотрите, на рисунке они у нас темно-синие или темно-зеленые, или просто голубые. В принципе, мы можем делать диагональные квадраты здесь, разных оттенков, например, миксовать вот такой квадрат и, допустим, вот такой квадрат, да? А можем делать их просто одного цвета. Чтобы сделать квадраты одного цвета, нам нужно сделать квадратики размером, ну, вспоминайте, размером 6,65 сантиметра. Делаем такие квадратики. Нам нужно голубых, что 8 штук, а темно-зеленых 4 штуки. Смотрите, у нас осталось 4 центральных квадрата и 8 квадратов по бокам. Вот эти 8 квадратов по бокам мы должны с вами решить, какие они будут, очень темные или не очень темные. Я вам предлагаю поступить следующим образом и скомбинировать вот такой фиолетовый и вот такой синий. Будет интересно. В принципе, можно сделать неожиданное сочетание. У нас достаточно мало вот такого вот цвета. Мы можем сделать фиолетовый и вот такой ярко-зеленый. Да? Тоже будет интересно. Ну, в принципе, для себя вы решите, какой цвет выбрать. И нам осталось еще квадраты в центре. Если этих квадратов нам нужно 8, то в центр нам нужно 2 разноцветных квадрата. У меня есть квадраты, оставшиеся от медведей. Ну, то есть от большого одеяла, которое мы с вами смотрели в самом начале. В принципе, можно использовать эти квадраты. Посмотрите. Будет интересно. То есть таким образом мы используем недостающие квадратики. Но я предлагаю сделать следующее. Сначала сделать вот эти лучи звезды, вот такие вот темные, а потом решить, подходят ли эти квадраты сюда. Делаем. Ну вот, посмотрите, мы с вами выложили наши темные лучи звезды. Причем, как вы видите, вариантов выкладки здесь может быть несколько, да? И теперь остался ключевой вопрос. Вот эти квадратики, которые у нас остались от других проектов, можно ли использовать? Ну, на мой взгляд, очевидно, что да. Посмотрите, да?
Вот мы с вами завершили выкладку. И вот такой узор у нас с вами получился. После того, как мы собрали и скололи готовый узор, вы знаете, я вам рекомендую сутки подождать. То есть вам вот эту наколку, выкладку надо повесить и посмотреть, а вообще она вас устраивает? То есть ни за что взгляд не цепляется. Почему бы, допустим, вот так не перевернуть квадратики, да? Просто, конечно, если вам надо что-то шить срочно бегом-бегом, то, конечно, не останавливайтесь. Но опыт говорит о том, подождите сутки, повесьте и походите мимо, не спеша. И, в принципе, может быть, вы примете какое-то другое решение, что-то переложите, что-то переделаете. Второй ключевой вопрос философии. А какого размера у нас получится с вами эта красота в готовом виде? Смотрите, у нас 8 на 8 квадратов, квадрат 5,45. 5,45, 5,45 умножаем на 8. Получается квадрат со стороной 43,6 сантиметра. 5,45 умножить на 8 равно 43,6 сантиметра. У вас есть варианты: либо оставить подушку в 43,6 сантиметра, либо каймой с двух сторон догнать до 50, ну как вам удобно, в принципе. То есть любые варианты здесь возможны. Смотрите, вот я повесила нашу с вами наколку, выкладку так называемую, да. Это еще не готовый вид. Ну, вообще смотрится, мне очень нравится. Хотела сказать, смотрится офигенно, но нельзя говорить такие слова. Что здесь существенно? Давайте отметим. Первое. Все-таки вы ждете примерно сутки, ходите вокруг, думаете, а не переложить ли это, не переложить ли то. Хороший совет. Как только вы версии начинаете перекладывать, предыдущую версию фотографируйте. И потом вы просто пролистаете фотки и посмотрите, какая вам больше нравится. Это очень удобный ход. Ход второй. Иногда, когда вы уже понимаете, что размер 8 на 8, вы можете пользоваться не вот такой сеткой, которую я вам сейчас показала, а пользоваться что? Нашим хорошо знакомым мохнатым экраном. Те, кто у нас новенькие, это называется дизайн-стена. Вот эта махрявая тайваньская ткань. К ней прилипают кусочки ткани без всяких булавок. Ну вот, посмотрите. Вот я кладу, и она прилипает. Видите, да? Вот такие вот. Обычно я рекомендую таких дизайн-стены брать 2. Потому что у вас бывает, что один проект вы наложили на дизайн-стену или прикололи, а вот рождается второй, и тоже надо. И чтобы тот не снимать, вот вторая дизайн-стена. Это удобно. Значит, про то, что подождать сутки, я вам сказала. Что еще важно? Ну, во-первых, очевидно, что действуя таким методом, вы можете набирать узоры не только в сине-зеленой гамме, то есть так у вас получаются звезды, да? Но если вы будете это набирать в желто-оранжево-красной гамме, у вас будет получаться что? Ну, что? Правильно, солнце, да? Кроме того, очень часто новички спрашивают, где взять ткани. Ну, в принципе, можете брать в нашем учебном магазине, можете брать где-то еще. Желательно, чтобы это были ткани для пэтчворка. Ну, то есть 100% хлопок, плотность 145 грамм на квадратный метр, устойчивые к износу, выгоранию. В принципе, у нас в магазине эти ткани, вот все, из которых я делала сейчас, они все есть. Ну, опять же, извиняюсь, оговариваюсь пока что, как бы, да. Значит, кайма с пингвинами и медведями у нас есть. Если вы будете резать эту кайму, то ширина с учетом припуска у нас примерно 17,5 вот этой каймы. Но есть одно но, сейчас вам покажу. У нас от медведей и пингвинов останется вот такая кайма. Вот видите, у меня полоски, аккуратно я вырезала их. Вот они, да? Куда можно использовать эти полоски? Первое. На кайму, что? Вот этой подушки.
Вот уже я прикладываю, и поскольку все цвета соответствуют, поскольку мы под эти цвета подбирали, выглядит, конечно, шикарно. Ну, на мой взгляд, просто шикарно. Мне очень нравится. Посмотрите, какое сочетание. Но, как правило, в кайме вот эту замечательную красоту будет, конечно, не очень хорошо видно. И есть способы, как эту кайму использовать самостоятельно. Мы их чуть попозже рассмотрим. А сейчас что? Значит, смотрите, как собирать эту подушку. Те, кто знает, как собирать подушку, уже могут собирать. Те, кто не знают, как собирать подушку, мы в следующем видео, в следующий вторник, я подробно вам покажу, как такую подушку шить. Ну, в принципе, можете уже начинать закупаться тканями, да? Вот. И еще момент. Муж мне говорит: Лада, вот ты про эти диагональные квадраты, как шить, уже 300 раз рассказывала. Вообще, у тебя что, идей, что ли, нет больше, да? Ну, вы прекрасно понимаете, что вот у меня... Это одна тетрадка, там еще 8 таких тетрадок. И здесь, я извиняюсь, вагон идей как бы хранится. Но дело в том, что у нас участвуют люди на Ютубе. И те, которые смотрят нас очень давно, и уже все знают, и начальную школу, и среднюю проходили, и те, кто первый раз. Вот те, кто первый раз там или второй, я получаю, конечно, возмущенные высказывания, что вы ничего не объясняете, ничего не понятно, вы тут вот это вот не объяснили, это не объяснили. Мои хорошие, значит, первое. Вообще эфир на YouTube бесплатный. Вы можете смотреть, можете не смотреть, как бы. Реально, для того, чтобы шить нормально, надо учиться. Я извиняюсь, конечно, но я учу. И я учу за деньги. Почему за деньги? Потому что это оплата учебной платформы, это оплата труда педагога. Между прочим, Мухановой Ирины Юрьевны, как бы автор 9 книг по лоскутному шитью, как бы. Это оплата каких-то сопутствующих расходов. То есть это стоит денег. Я постаралась сделать для вас максимально комфортный режим обучения. Что такое? Можно курс покупать на совсем. И курс ремесло начальная и средняя школа стоит более 60 тысяч, 68 480, по-моему, да? Но вы можете брать курс в аренду. Что такое в аренду? Это как квартиру берете в аренду на месяц, на 31 день. Вот вы арендовали курс. Сколько успели, это абонемент называется, да? Сколько успели, прошли. Ну, прошли, допустим, там 5 уроков. Ну, к примеру, начальной школы. И если не успели, продлеваете абонемент на следующий месяц, вносите снова абонентскую плату. Но я заметила одну очень интересную вещь. Как только люди стали платить помесячно за обучение, они стали проходить обучение быстро. Ну, то есть возник спортивный интерес, успели я уложиться в месяц. И у нас уже появились чемпионы, которые начальную школу успевают пройти за месяц, и среднюю школу успевают пройти за 2 месяца. Ну, если вот так считать, есть люди, которые у нас прям приглись. Таким образом, 2500 стоит курс как бы в месяц, да, и умножить на 3 месяца, фактически за 3 месяца вы можете одолеть курс ремесло. 2500 умножить на 3. Ну, это надо напрягаться. Есть еще способ поинтереснее. У нас есть лоскутный клуб. Ну, те, кто состоит в лоскутном клубе, они знают, лоскутный клуб тоже не дешевый, потому что, ну как, не бесплатный. Почему? Потому что он тоже на учебной платформе, мы за площадку платим, там, ну и так далее. Не будем вдаваться в подробности. Стоит это входной взнос 2 900, а каждый следующий месяц клуба стоит половину этой стоимости, то есть 1450. Почему за клуб платить выгодно? Потому что вы за членский взнос получаете доступ более чем к 150 мастер-классам. Ну, то есть, хотите этот смотрите, хотите тот. И за клубный взнос вам все это внутри клуба совершенно бесплатно. Хотя некоторые мастер-классы достаточно дорогие, то есть они в розницу там 6 400 стоят, 4 900 и так далее. Там. Но в клубе это все бесплатно. Но есть еще предложение покруче. Какое? Это совместить что курс и клуб. Таким образом, смотрите, вы за курс платите как бы 2 500, а за клуб как бы 2 900, и что-то вы складываете, и получается у вас, по-моему, 5 400, да? Ну, можно заплатить всего лишь 2 900 и получить курс и клуб в одном флаконе. И я просто смотрю, что количество таких людей, которые так делают, у нас стало резко возрастать.
Почему? Ну, все считать умеют, потому что выгодно, потому что ты и здесь, и здесь. И в клубе все трансляции публикуются после трансляции четверговых у нас в формате уроков в клубе. То есть это выгодно. Столько времени, сколько вы состоите в клубе, вы всем клубным сервисом можете пользоваться. Это первое. Второе. Клубники всегда раньше всех узнают о распродажах. Ну вот у нас была июльская распродажа. Если вы заглянете в нашу группу Telegram «Лада в лоскутном шитье», мы даже выделили по итогам распродажи 3 главных хомяков, так сказать, которые на распродаже оттянулись как следует. И этим хомякам даже выдали сертификаты заслуженного хомяка по июльской распродаже. Ну, это все, конечно, шутки и игры, но вы знаете, оказывается, повешение на стену сертификата способствует выработке серотонина, то есть гормона радости. Вот такие вот дела. У меня на сегодня все. Честно вам объявляю, что шить мы будем в следующий вторник. В следующий вторник будем шить. В клубе мы с вами в четверг сделаем сборку подушки из каймы. Вот из этой. По методу Дженни Бэйр. Все в клубе расскажу, как все это будет. Трансляции четверговые в 6 часов. Вы заходите в группу Telegram, берете ссылку на трансляцию и заходите в комнату трансляции. И вот трансляция бесплатна. Причем мы ее повторяем дважды, второй раз в записи. После этого эта трансляция переходит на платформу клуба. И только клубники ее уже могут смотреть. То есть она не в открытом доступе, как вот эти вот эфиры на ютубе, которые вы смотрите. Если что-то непонятно из того, что я рассказала, не стесняйтесь задать вопросы в нашей группе Telegram «Лада в лоскутном шитье». Почему не под этим видео? Потому что у нас видео выходит на ютубе, рутубе, дзене, вконтакте. Все, по-моему, да? Да. Я не успеваю следить, честно, за комментариями, так иногда глазом подглядываю, а вот в Телеграме все понятно. Вы задали вопрос и сразу получили ответ. Вот на этом у меня на сегодня все. Коротко смысл. Те, кто не был в нашей группе Telegram, подписывайтесь на нашу группу Telegram. Кто хочет учиться и получать и клуб, и курс в одном флаконе, не стесняйтесь, ссылочка будет внизу. Подписывайтесь на курс плюс клуб. Он стоит 2900 рублей. Это хит продаж. У нас очень много таких продаж. Конечно, время уже август. Пора уже учиться. Учиться, учиться и учиться. Всем хорошего дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем пока. С Ладой Христенко, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное шитье, лоскутное шитье, лоскутное шитье.